Добрый вечер, друзья. В общем, имеется такая камера, кинокамера Quartz 8 XL. Значит, проблема вот это вот отсутствие смазки, шкрябается, практически невозможно фокусироваться. Вот такие куски. Зум то же самое. Когда переходим в макро, значит, здесь нормально еще. У меня камеры две, то есть я как бы одну взял, давно это было. Смотрю, так работает сильно плохо. Взял вторую, то же самое. Короче, забросил эти камеры, мне они не понравились и решил, что больше ими заниматься не буду. Но характеристики хорошие. Обтюратор 220 угол. То есть при 1,30, значит, на 18 кадров в секунду 1,30 выдержки и линзы очень хорошие. 1,2 дырка. То есть как бы в помещении снимать вот этой камеры идеально. Сейчас зима и часто приходится снимать в помещении, не хватает света. Я решил опять к ним обратиться, к этим камерам, но просто ужас. Тут вообще заклинило у меня, значит, макро, когда перешел режим, просто заклинило, встало, я не мог назад вообще повернуть. Что я сделал? Значит, я выкрутил, вот это, кстати, очень легко переднее кольцо, вот это вот на резьбе, такой отверточкой. Легко так толкнул, оно прям пошло. Это первое, что я выкрутил, потом, ну и там еще, кстати, какой-то грибочек был маленький. Поэтому я еще тоже рискнул, думаю, ладно, две камеры есть. Снял переднюю линзу, идет между ними такая вот прокладочка, значит, выпуклостью наружу, да. И здесь тоже выпуклостью наружу. То есть вот эти две линзочки я снял, почистил, но еще не продувал. Значит, ситуация там такая. Вот эти направляющие остались без смазки. Вот три. Раз, два, три. И косой там червяк. Червячная передача. Ну, не червячная, как сказать. Не знаю, как правильно технически выразиться. В общем, все я прошелся. Вот просто смоченной в масло. Обычное машинное масло. Смоченную ватку. Но вот эти болты не смог выкрутить. Отвертки подходящей нет. Или просто там краской залиты. Я, короче, не стал рисковать. Сюда пробовал заливать. Подсовывал. Значит, кусочек вот так подсовывал. Пытался туда залить масло. Таким вот способом. Капал, ну, на жесткую эту, более жесткую бумагу. Она у меня уходит далеко. То есть я понял, что резьба идет изнутри. Тут ее нет резьбы. Здесь ее резьбы нет. Она находится внутри. Что я делаю? Значит, выкручиваю на полную, выкручиваю, чтобы у меня появилась здесь щель. Вот здесь вот щель. Туда беру, просто капаю масло. Пару капель и переворачиваю в эту сторону. Начинаю вращать это кольцо до тех пор, пока оно мне не перестанет скрипеть. То есть там остатки старой смазки есть. Я их как бы с помощью этого масла немножечко как развел, разбодяжил, короче. Назад возвращаюсь в том же положении и просто беру побольше этих вот палочек с ватой и вытираю лишнее масло, потому что нам масло очень вредит, но
все вот эти вот, все эти бороздочки, все прошелся вот одним вот таким вот, оно стало желтенькое такое. То есть оно взяло старое масло, смазку старую, и смешалось с этим, и получилось он такой более нормальный уже, не густое такое. В итоге тишина, просто идеально работает. И зум. Если когда я приходил в макрорежим, я просто не мог в этом положении двигать. Теперь у меня аж летает. Просто легко. Чик, возвратилась. С одним пальцем. Макро. Продолжаю. Возвращаюсь назад. Все идеально работает. Потому что уже разобрал вот эти болты. Раз, два. 1, 2, 3. Третий болт этот. Снял крышку. Ну, посмотрел. Здесь единственный механизм, когда вот в этом режиме мы зумируем. Тоже там все такое густое было. Просто как пластилин. Пластилин на морозе. Я тоже прошелся смоченной ваточкой в масло, и она стала, смазка, поддаваться, и я ее стер и одновременно как бы смазал тонким слоем. Теперь вообще идеально. Тихо, мягко. То были какие-то люфты вот такие вот. Они здесь, может быть, и есть, но я их сейчас не чувствую, потому что, видимо, смазка заполнила резьбу. Все, идеально. То есть, как бы, надо было первое видео снять, где она была вот в таком же положении. Тут вообще жесть просто. Прям я чувствую, что там металл срезается. Ну и тут тоже плесень надо почистить, тоже надо будет. Я тоже это сниму, конечно. Вот видите, 1,2 диафрагма и 5-кратный зум у нас. То есть отличная камера, я так даже смотрю, так, вся она такая, ну буду чистить, короче. В общем, как пошло, так пошло, знаете как. Протер линзу, там еще продую все это. И будет отличная камерка. На электроприводе от 6 батареек работает. Ну и самое важное, что вот она, обтюратор у нее 220, угол 220 градусов. Если в обычных там кварцах, там 150. В Красногорске 150. Здесь выдержка 1,30. 1,30, а в кварце где-то 1,42 или 45, что такое. Нет, в кварце 1,50, почти 1,50, 1,48, что такое. Ну, это посчитать по формуле можно. Вот это вот интересная карта. Все, теперь у меня есть камера для темных мест. Потому что есть у меня пару пленочек таких просроченных. Эктохром, хочу ее все-таки снять на нее. Буду снимать как не как 64 единицы, как там, а немножечко, может быть 32, может быть 50 единиц. Ну и она для ламп накаливания с обозначением буквочкой Т. Это значит, что для ламп накаливания. Поэтому мне как раз такая камера нужна для той кинопленки. Не, класс, супер, я сам доволен. Просто надо было. Ну, есть камера, которую вы видели, да? Это вообще жутко. Послушайте. Металл прямо. Такое ощущение, что нам сейчас стружку наворачивает. Вы понимаете? Здесь то же самое. Если в макрорежим заходит, там зашло и так тяжело, а назад вообще заклинило и все. И я туда-сюда, туда-сюда. Ну.
Выскочил, думаю, ой, вышел из макро. Не буду трогать макро. Думаю, нет, мне не устраивает. Смотрел, там еще плесень. Думаю, ладно, залезу, посмотрю. В общем, вот такое. Это одна из последних камер, ну вообще последних, по-моему, которые выпускались этим, значит, заводом. Красногорск, по-моему. В общем, так вот. Сейчас все соберу назад. И надеюсь, буду наслаждаться съемкой. Это все подклею. На 6 аккумуляторов работает нормально. Здесь у нас, значит, отключен, запитывается у нас экспозамер от этих же аккумуляторов, чем хорошо. Здесь автоматическая у нас регулировка, здесь у нас идет ручная. Крутим, и у нас, когда аккумуляторы здесь, тогда она работает. Когда аккумуляторов нет, она, естественно, не работает. Ну, в принципе, не имеет смысла. Все, вот плоскость пленки. Метраж я замерял, точно отбивает. То есть, как бы, хотя, может быть, чуть-чуть назад, чуть-чуть. Мне кажется, что на 1,7 метрах получалось у меня 1,9, наверное, 1,8, вот так вот я. Вот это все, естественно, то, что я там все буду протирать максимально, вытирать, пока масло все не выйдет лишнее, чтобы оно у нас потом не пошло на линзы, на все остальное. То есть масло нам в этом смысле кашу испортит. И там вот в этом углублении, вот здесь вот так тоже буду протирать. Куски какие-то. Ну, я как бы капельку капнул, 2 вернее, чтобы не переборщить. Поэтому там много. То есть капочку капаете, и все, и смотрите. Туда-сюда, туда-сюда. В таком положении. Вот, например, капнули сюда, в этом же положении ее туда-сюда, туда-сюда. И оно потом возьмется, станет мягенько идти. Он как мягенько, он вообще без скрипа, без ничего. Если не идет, еще одну каплю капните. Ну, не больше. Потом, когда пошло, погуляли, раз, назад. Там есть такая борозочка, она не уйдет никуда масло. Смотрите, вытекло назад масло лишнее. Протерли. Все. Будет отличная камерка. Хорошая камера. Я, правда, никогда на нее не снимал. Из-за вот этой вот проблемы, то, что я купил одну, увидел, и мне это не понравилось. Еще потом посмотрю, может быть еще механизм. Не, механизм в принципе нормально работает, я имею в виду так, не сильно там не шкрябает ничего вроде бы. Вроде бы нормально. А так камера, вот покадровая, я так понимаю. Ну, да, это покадровая, потому что здесь еще продублировано под тросик на кнопке. Это мы меняем фильтр. То есть это у нас, когда солнышко, у нас, значит, фильтр введен оранжевый. Когда лампочка, выведен. То есть если для ламп накаливания, и мы снимаем на улице, нужно сделать, чтобы горело солнышко. Ну, включить солнышко как бы. Тогда будет оранжевый фильтр перед пленкой. И у нас это для ламп накаливания пленки. Если для дневного света, тогда должна быть лампочка. Так, это у нас замок. Блокирует. Это у нас фиксатор. Когда мы диоптрийную настройку делаем, потом фиксируем.
Очень простая, конечно, камера. Счетчик кадров сверху. Макро тут вот так аж прям. То есть, ну, вообще близко-близко. Макро тут очень близко. Ну и угол широкий, как, ну, я имею в виду, что от 8. Конечно, там есть 7,5, у меня, по-моему, на Canon 7,5 идет. Ну, 8. На кварце 9 миллиметров фокусное расстояние. И до 40 здесь. На кварце до 37, по-моему, если не ошибаюсь. Так что буду ее гулять. Мы с ней пойдем на прогулку под ручку. С этой вот камеркой. Все, ребята, ставьте лайки, если понравилось, если помог, если подтолкнул на что-то такое по ремонту. Неважно, кинокамера это или еще что-нибудь. Ну, не надо бояться, не надо спешить. Аккуратненько, не спеша провели инструмент, чтобы был нормальный. Такой отверточкой тоже, что я тут ковырял, не помню. Но болты не открутил. Не знаю, может быть, спиртом надо их капнуть. Но я боюсь спирт, потому что для линз спирт нехорошо. Дыхнули, протерли микрофиброй. Протираем до тех пор, пока влаги не станет с заворотов этих. И потом продули грушей и все. И можно камеру в эксплуатацию. Все, ребята, спасибо, что опять дошли со мной до самого конца. Буду рад, если вы позовете еще друзей на мой канал. Всего вам доброго. Дружбы крепкой между друзьями настоящей. Всего хорошего. Любите маму.